После завершения осады Акры в июле 1191 года Ричард Львиное Сердце принял верховное командование над объединенными силами крестоносцев. Главной целью Третьего крестового похода было возвращение в руки христиан Иерусалима, взятого войсками Салах ад-Дина. Но сначала нужно было усилить контроль крестоносцев в Акре, чтобы сохранить необходимые для снабжения порты. 22 августа войско крестоносцев в боевом порядке начало марш вдоль берега к югу от Акры. Их флот тоже продвигался на юг, не опасаясь египетского флота, большая часть которого была потоплена. Чтобы избежать теплового истощения, войска продвигались лишь в утренние часы до наступления жары, делая частые остановки около источников воды. Флот крестоносцев старался сохранить тесный контакт с наземными силами, обеспечивая их необходимыми поставками воды и пищи. Войска продвигались в строгом боевом порядке. Хотя крестоносцы страдали от ночных набегов войск Саладина, но приказ Ричарда держать строй при любых обстоятельствах выполнялся беспрекословно. Мусульмане обстреливали фланги крестоносцев, пытаясь разрушить их строй, но потери врагов от арбалетов христиан были большими, чем их собственные потери от мусульманских луков. Крестоносцы двигались медленно, в то время как войско аюбидов, состоящее в основном из конницы, было мобильным. Мусульмане ждали ошибки со стороны крестоносцев, поскольку разбить их четко слаженный строй они не могли. В начале сентября Саладин пришел к выводу, что с помощью мелких набегов христиан невозможно разбить, и что для победы необходимо бросить все войска в бой. Началу битвы способствовало и то, что путь крестоносцев лежал через лесной район Палестины, леса Ар-Суфа. Этот лесной массив мог скрыть внезапное нападение. Крестоносцы прошли половину леса и 6 сентября расположились на отдых в лагере. К югу от лагеря лес отступал вглубь материка, образуя узкую равнину между морем и холмами. Именно в этой равнине аюбиды решили на атаку. Саладин рассчитывал ударить в арьергард и центр крестоносцев, надеясь, что созданный разрыв станет фатальным для тыла. В этот разрыв Саладин планировал бросить свои резервы, чтобы окончательно разбить крестоносцев. 7 сентября 1191 года разведчики Ричарда обнаружили присутствие многочисленной армии Саладина. Ввиду предстоящей битвы, Ричард заранее выстроил свое войско в боевой порядок. Тамплиеры во главе с Робером де Сабле составляли авангард, за ними следовали личные войска Ричарда, Ги де Лузиньян командовал объединенными силами королевства Иерусалимского. За ними следовали фламандцы и французский контингент, а иониты замыкали арьергард. Все части состояли из пехоты и кавалерии. Наибольшей надежды Ричард возглавлял на рыцарские ордена, воины которых имели опыт сражений в Святой Земле. Когда крестоносцы продвигались на юг, аюбиды ударили с севера, в тыл противнику. Точный состав войск Саладина неизвестен, однако известно, что пехота состояла из суданцев и бедуинов, легкая кавалерия из сирийцев и турок, тяжелую кавалерию составляли мамлюки. Направив своих лучников в атаку, Саладин пытался вынудить тяжелых рыцарей контратаковать, чтобы они сломали свой строй и стали легкой добычей для пехоты. Натиск армии аюбидов был невероятно силен, поскольку турки напали со всех сторон. На 2 мили вокруг не было даже пяди земли, не покрытой турками. Ричард приказал своим копейщикам выйти вперед, построив стену из копий, а между ними расставил арбалетчиков для ответного обстрела противника. Своих рыцарей он отправил за эту стену, запретив им атаковать до его сигнала. Ричард ждал, пока первые силы сарацинов подойдут на расстояние ближнего боя, и лишь затем намеревался отправить кавалерию в атаку. Лучники мусульман не могли нанести серьезного вреда солдатам, закованным в тяжелую броню, но от обстрела страдали иониты, находящиеся в конце колонны. Этим воинам пришлось идти спиной вперед, чтобы щитами защищать себя от стрел. Воодушевляя своих воинов, Саладин вместе с младшим братом Саяф ад-Дином решил возглавить войско, несмотря на опасность поражения стрелами арбалетчиков, которые летели дальше стрел аюбидов. Однако попытки мусульман разрушить строй христиан и остановить их продвижение к Ар-Суфу оказались безуспешными. Ричард твердо сохранял порядок армейских построений, ожидая, когда мусульмане ослабят напор. Но ждать становилось все труднее, поскольку его люди страдали от жары и жажды, а также теряли много лошадей. Некоторые из рыцарей Ричарда стали сомневаться в возможности контратаки. Магистр ордена госпитальеров Гарнье де Наплус неоднократно просил разрешения Ричарда атаковать противника, но всякий раз получал отказ. И вот, раздраженные иониты, не дождавшись сигнала Ричарда, прорвались сквозь строй пехоты и контратаковали правый фланг сарацинов. Вслед за ними в атаку бросились французские рыцари, идущие перед ними.
Ричард понял, что его план по удержанию единого фронта рухнул, но он быстро среагировал, направив остальную часть конницы в массовую атаку. Поэтому, несмотря на отрыв арьергарда, кавалерия все же атаковала единым фронтом тяжелых всадников, сдержать которые сарацины не могли. Такой резкий переход от пассивной защиты к атаке привел мусульман в замешательство и показался им частью продуманного плана. Вступивший в перестрелку с крестоносцами правый фланг сарацинов находился слишком близко к врагу, чтобы успеть отступить. Некоторые из всадников спешились, чтобы эффективнее разить крестоносцев из лука, но это не привело к успеху. Отмщая за понесенные потери, рыцари уничтожили весь правый фланг мусульман. Там был почти полный разгром. Однако Саладин надеялся на повторение ситуации, сложившейся в битве при Акре, где его кавалерия успешно контратаковала крестоносцев, когда те рассредоточились, чтобы добить противника. Ричард учел такой риск и приказал рыцарям заново выстроиться в одну линию. Надежды Саладина не оправдались, и ему пришлось атаковать организованный строй противника. Контратаки с обеих сторон повторялись еще несколько раз, прежде чем войско Саладина окончательно отступило в леса около Арсуфа. Ричард Львиное Сердце находился в самой гуще сражения. Король преследовал турок с особой яростью, рассеивая их тела по земле. Куда бы он ни направился, никто не мог увернуться от его меча. Битва завершилась решительной викторией крестоносцев, став их первой значительной победой со времен поражения при Хатине в 1187 году. Саладин потерял много своих людей, в то время как потери крестоносцев оказались сравнительно невелики – около 700 человек. После поражения аюбиды не решились на новое открытое сражение с крестоносцами, и Ричард продолжил свой путь к Яффе. 10 сентября 1191 года он без сопротивления занял Яффу и начал подготовку к походу на Иерусалим. Но вскоре до него дошли слухи о захвате его младшим братом Иоанном власти в Англии и то, что король Филипп захватил его земли во Франции. Поэтому Ричард поспешил отплыть домой. Лишенные руководства сильного лидера, крестоносцы действовали уже не столь успешно. И все же решительные победы короля Ричарда на Святой Земле прославили его имя в веках.